Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Сегодня к нам под микроскоп или телескоп попала самая большая и самая ленивая морская сосиска под названием ламантин. Крупное водное млекопитающее семейства ламантиновых, в народе морская корова. Начнем по традиции с отдаленных мест обитания. Существует несколько разных видов ламантинов. Африканский ламантин, который соответственно живет возле западного берега Африки, американский у юго-восточного берега США и в Карибском море, и амазонский, который расслабляется в бассейне Амазонки, что в Южной Америке. Объединяет их всех то, что животинки любят реки и прибрежное мелководье и не стремятся на дно, в отличие от нашей экономики. Ближайший генетический родственник ламантинов и дюгоний – слон. Неожиданно, но эволюция – шутка непредсказуемая. Только у слонов и сирен, ламантины и дюгони, есть уникальная особенность зубной системы. Их коренные зубы сменяются всю жизнь и растут не под друг другом, а как бы по конвейеру, едут из дальнего конца пасти. Кстати, миф о русалках возник именно благодаря ламантинам и дюгоням. Под определенным ракурсом их тела и правда напоминают тела русалок, что только не представляли себе древние моряки, изголодавшиеся по женской любви в дальних странствиях, глядя в морские глубины. Размеры ламантинов впечатляют. Длина может доходить до 4 метров, а вес до 600 килограммов. Самки обычно длиннее и тяжелее самцов. Только что родившиеся детеныши в длину составляют 1,2–1,4 метра и весят примерно 30 килограмм. Несмотря на это, у ламантина сверхлегкое сердце. Оно в 1000 раз легче его самого и весит всего 400–500 граммов. Вальяжным и медлительным водяным коровам сильное сердце не нужно. Они никогда не проявляют серьезную физическую активность. Зачастую ламантины настолько ленивы и медлительны, что на некоторых растут водоросли и полипы. Именно за их габариты и медлительность ламантинов называют морскими коровами. И в отличие от бодипозитивщиц, на это определение они отнюдь не обижаются. Зверь постоянно сидит на растительной диете и кушает исключительно водную растительность. Ламантины довольно неразборчивы в растительной пище и поедают листья почти всех растений, которые способны захватить верхней губой. Губой они также способны выкапывать корни растений. Морские коровки имеют голубовато-серую окраску тела. Детеныши в первый месяц своей жизни окрашены темнее. Передние конечности ламантинов похожи на ласты морских котиков и приспособлены к жизни исключительно в воде. Задние конечности отсутствуют. Легкие распространены вдоль всего тела, что помогает контролировать положение в толще воды. Шерсть редкая, а верхний слой кожи постоянно линяет. Ученые полагают, что это уменьшает способность водорослей слишком уж накапливаться. Ламантин – хороший приспособленец. Они легко привыкают как к соленой, так и к пресной воде и спокойно перемещаются из морских бухт в устья рек, каналы и обратно. Ламантин может спокойно жить как в чистой, так и в загрязненной воде. Поскольку у них очень низкая скорость обмена веществ и отсутствует толстый слой жира, их распространение ограничено водами тропических и субтропических широт. Из-за их больших размеров им требуется как минимум 1–2 метра глубины, но они спокойно перемещаются на глубине 3–5 метров, а ниже 6 стараются не погружаться. Если глубина достаточно большая,
а скорости течения нет, то ламантины способны далеко заплывать, иногда до 200 километров. Традиционно ламантины обитают в водах, где у них почти отсутствуют естественные враги, и поэтому у них так и не выработалось сложных механизмов поведения в случае опасности. К тому же сезонные температуры изменяются незначительно, а растительность имеет большое разнообразие. Не имея надобности в групповой охоте или групповой защите, ламантины ведут в основном уединенный образ жизни, иногда собираясь свободными группами. Они не имеют свою территорию и не придерживаются какой-либо социальной иерархии. Большинство групп собирается лишь на временное собрание, без деления по половому признаку. Единственными исключениями из этого правила являются стаи молодых самцов, не достигших половой зрелости, и период жажды любви у самки, когда несколько мужчин ухаживают за ней. Активные коровки как днем, так и ночью, отдыхая лишь несколько часов у поверхности воды или на дне. Отдыхая же на глубине, они поднимаются на поверхность раз в несколько минут, чтобы подышать воздухом. Для общения друг с другом ламантины используют несколько приемов. Самцы поскребывают себя, тем самым выделяя пахучий фермент, который призван дать знать находящейся неподалеку самке о его половой зрелости. А еще они прекрасно слышат и используют свою скрипящую трель для общения между матерью и детенышем. Ну и перейдем к интересному. Несмотря на то, что ламантины ведут в основном одиночный образ жизни, во время брачного сезона они сбиваются в группы, состоящие из одной самочки, преследуемой аж 20 мужчинками. Среди самцов устанавливается иерархия, подчинение за право обладать самкой. Дама же не сильно жаждет любви и старается избегать самцов. Половая зрелость у самцов наступает в возрасте 9-10 лет, хотя они способны зачать уже к 2 годам. Самки достигают половой зрелости к 4-5 годам, однако большинство из них начинает приносить морских телят только через 7-9 лет. Беременность длится 12-14 месяцев. Новорожденный детеныш зависит от матери около 2 лет. Как правило, за один раз появляется только один теленок, а период между беременностями длится до 5 лет. Первые 18 месяцев самка кормит малыша молоком, хотя у того с самого рождения имеются большие и малые коренные зубы. И уже примерно через 3 недели после рождения ламантины способны питаться растительной пищей. Связь мать-детеныш является единственным стабильным и долговременным союзом у ламантинов. Предполагается, что эта связь остается на долгие годы, даже когда детеныш уже вырастает. Врагов как таковых у ламантинов немного. В тропических реках это кайманы, а в море тигровые акулы. Но несмотря на флегматичность наших сегодняшних гостей, они часто избегают опасности. Но в дело, как всегда, вступают обезьяноподобные. Ламантины по своей природе очень наивны и доверчивы, поэтому охотиться на них не составляет никакого труда. В свое время человеки существенно сократили некогда процветающую популяцию морских коров, охотясь за их мясом и жиром. Сейчас же охота на них уголовно карается. Но ситуация не улучшилась. Ламантины обитают в прибрежных водах, поэтому нередко сталкиваются с кораблями из-за своей неспешности. В схватке коровки или бычка с корабельным винтом всегда побеждает последний. К тому же ламантины часто заглатывают рыболовные снасти и умирают долгой и мучительной смертью от несварения. А как вы думаете, кто в кого эволюционировал? Ламантин в слона или слон в ламантина?
пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!